На город Бримвуд опускался холодный октябрьский вечер. Дождь струился по стеклам, фонари мерцали сквозь туман. На загородной трассе редкие машины разрезали темноту. В одной из них ехал мальчик лет 10 по имени Ник. Он молча смотрел на капли на окне и крепко прижимал к себе старый рюкзак. Рядом за рулем сидел его отчим, грубый, раздраженный человек. «Сидишь как тень», — ворчал он, не отрывая взгляда от дороги. «В мать свою пошел». Эти слова больно резали. Маму Ник помнил смутно. Ее теплые руки, запах волос, мягкий голос. Она умерла, когда он был маленьким, и с тех пор в доме не осталось ни тепла, ни любви. Только холод и тишина. В рюкзаке лежала единственная дорогая вещь — маленькая металлическая машинка, подаренная мамой. «Сохрани ее, Ник. Она напомнит тебе, что у тебя всегда есть дорога». Машина резко свернула с трассы, и отчим остановился у обочины. «Вылезай», — сказал он коротко. Мальчик не понял. «Что?» «Вылезай», — я сказал. Рука схватила его за плечо и вытолкнула наружу. Холодный дождь ударил в лицо, он упал на мокрый асфальт. Через секунду дверь захлопнулась, фары исчезли в темноте. Ник остался один. Дождь хлестал по куртке, руки дрожали, но он сдерживал слезы. «Ты сильный», — когда-то говорила мама. Он сел на бордюр и прижал к груди рюкзак. Люди проезжали мимо, не замечая маленькую тень на дороге. Час, другой, ночь казалась бесконечной. И вдруг послышался звук тормозов. К обочине медленно подъехала черная машина. Из нее вышел мужчина в длинном пальто, высокий, с седыми волосами и усталыми глазами. «Эй, малыш, ты один?» — спросил он тихо. Ник молчал, настороженно сжимая рюкзак. «Как тебя зовут?» «Ник», — прошептал он. Мужчина замер. В его взгляде мелькнула боль и неверие. Он достал из внутреннего кармана старую фотографию. Молодая женщина с ребенком на руках. Он поднял фото к свету фар и снова посмотрел на мальчика. Те же глаза, тот же шрам над бровью. «Господи», — прошептал он, — «это ты, мой сын». Ник отпрянул. «Нет, мой отец ушел». «Нет, Ник, меня заставили уйти. Я искал тебя все эти годы». Мальчик дрогнул. Впервые за долгое время его защипало в глазах. «Ты правда мой отец?» «Правда». Мужчина опустился на колени и обнял сына. Холод и дождь будто исчезли. Они просто стояли посреди мокрой дороги, не замечая ничего вокруг. Позже, сидя в теплой машине, Ник все еще не верил. Мужчина укрыл его своим пальто. «Поедем домой», — сказал он. «Домой?» «Да, в твой дом». Через полчаса они остановились у большого особняка. Светлые окна, мраморные ступени, высокий забор. «Это все твое», — сказал мужчина. «Но главное, ты мой сын». Ник не знал, что сказать. Это слово «сын» звучало непривычно, но внутри стало тепло. В ту ночь, лежа в мягкой постели, он держал в руках свою игрушечную машинку. Она напоминала, дорога, начавшаяся на мокрой обочине, все-таки привела домой. А в соседней комнате мужчина смотрел на фотографию женщины и шептал: «Я нашел его и больше никогда не потеряю».